Всем привет! Хочу с вами поделиться впечатлениями о Нови Саде, втором по величине городе Сербии. По переписи 2022 года здесь проживает 260,5 тысяч человек. Город находится на берегу реки Дунай. Наш план на 3 полных дня следующий. Первое. Осмотреть город, погулять, пройтись по крепости Петроворадин, составить общее впечатление. Второе. Побывать на Фрушка-горе. Для нас, как для любителей туризма и хайкинга, это наиважнейший пункт. И третий. Посетить небольшой городок Сремски Карловцы, который находится недалеко от Нови Сада. Разделю на 3 небольших эпизода. Итак, эпизод 1. Город Нови Сад и крепость Петроворадин. Дорога от Ниша до Нови Сад занимает 3 часа. По стоимости выходит приличная сумма. Про то, как сэкономить, если ехать из Ниша, тоже расскажу, но позже. Кстати, напротив автобусной железнодорожной станции в Нови Саде отличная пекарня. Бурики и колочи – то, что надо. Моя рекомендация. Первое, что бросается в глаза, это наличие в городе велосипедных дорожек. У нас в России скучают 3 велосипеда, мы обзавидовались. В Нише, где мы живем, ездить на велосипедах невозможно по тротуарам, а по дорогам очень опасно. Поэтому мысль о покупке, которая периодически всплывает, гоним прочь. Второе, что поразило, это количество русских. Такого количества разнообразной русской речи мы не слышали с момента переезда. Даже в Белграде, пожалуй, было меньше. В Нише так вообще редкость. Третье. Абсолютно отличающаяся архитектура. Большое количество сохранившейся старой красивой архитектуры XIX века в стиле барокко. Узкие атмосферные улочки, уютные закоулочки. Каждое здание с архитектурными украшениями хочется разглядывать и разглядывать. Название Нови Сад берет свое начало в 1748 году, когда несколько богатых граждан Рацка-Вараши отправились в Вену и за 80 тысяч рейнских форинтов выкупили у императрицы Марии Терезии статус вольного королевского города. По этому поводу 1 февраля императрица издала указ, в котором также было отражено и название. И это число 1 февраля является официальным днем города. Вошли в крепость мы, как всегда, необычно, через катакомбы. Увидели тропку и по ней полезли. Так как побывали только в верхней части, ушло примерно полдня. Петроворадинская крепость расположена на правом берегу Дуная, на скале. Она состоит из 2 частей, из верхнего и нижнего города. Согласно археологическим находкам, эти места заселены с доисторических времен, даже с палеолита, когда первобытные люди жили еще в пещерах. После неолита на Петроворадинской скале по очереди чередовались разные культуры. Примерно за 100 лет до нашей эры эти территории были населены кельтами, которых через 100 лет сменили римляне. Установив границу на Дунае, построили крепость Кузум, разрушенную гуннами в V веке. Укрепление, располагавшееся в византийскую эпоху на месте нынешней Петроворадинской крепости, называлось Петрикон. В середине XIII века на том же месте поселились католические монахи из ордена цистерианцев. С разрешения венгерского короля Беллы IV они построили монастырь под названием Белафонс. Монастырь был укреплен после нашествия татар. Во время турецкого вторжения в 1526 году крепость называлась Петровард по имени префекта Петра. Это уже было более близкое название крепости к сегодняшнему. Да, на протяжении веков крепость была свидетелем многочисленных сражений за господство. Она изменялась и превращалась во все более и более мощные укрепления. Нынешний облик крепость обрела во время правления Австрии в период с 1692 по 1780 год из-за постоянной угрозы со стороны турок и близости границы с Османской империей.
Это вторая по величине крепость в Европе. Она занимает площадь в 114 гектар. Крупнее только французская крепость Верден. Специалисты находят сходство крепости с военными укреплениями Франции. Она строилась по проектам австрийских военных инженеров Марселя, Кайзерсфельд и Вамберг. Внутри Петроворадинской крепости находятся хорошо сохранившиеся произведения военной архитектуры в стиле барокко, различные сооружения, свидетельствующие о ее важной оборонительной функции. После окончания Первой мировой войны и военного поражения австро-венгерской монархии Петроворадин с крепостью вошел в состав вновь образованного королевства сербов, хорватов и словенцев. Излюбленное место в верхнем городе является башня с часами, часовая и минутная стрелки которой намеренно поменены, ведь для проплывающих по Дунаю кораблей важнее сколько часов, а не минут, поэтому часовая стрелка длиннее минутной. На территории крепости находится Академия художеств, музей города, обсерватория, отель, несколько заведений общественного питания. Мы спустились с верхнего города на самую старую церковь Петроворадина, католическую церковь ордена иезуитов в честь святого Георгия, покровителя рыцарей и солдат, построенную в 1714 году. Она построена по образцу главной церкви ордена иезуитов, расположенной в Риме. Переходим Дунай и идем гулять по городу. В центр, на площадь Свободы. Первое строение, которое привлекает внимание, это католический храм имени Марии. Архитектурное достояние в Нови Сада, построено в 1894 году. 52 метра в длину, 25 метров в ширину и 22 метра в высоту. Высота колокольни 72 метра. Осмотреть внутри не получилось, поскольку идут реставрационные работы. В церкви 4 алтаря, окна украшены чештанскими витражами, есть механический орган. Фасад выполнен из желтого кирпича, конструкцию крыши покрывает цветная керамика. Собор Святого Георгия. Первоначально здание было построено в 1734, но было полностью разрушено во время революции 1848-1849 годов. Современный собор был построен в 1860-1905 годах. Иконостас с 33 иконами и некоторые другие иконы писал художник Пая Йованович. На территории находится самый старый сохранившийся памятник города – Богоявленский крест из розового мрамора. Здание Центрального кредитного института было построено в 1895 году. Его спроектировал венский архитектор Франц Варуда. Он построен в стиле необарокко с богатым декором и рельефными формами. Известный сербский скульптор Джордже Йованович изготовил железную статую Меркурия, которая установлена на куполе. Добрели мы до Новосадской синагоги. Она находится на Еврейской улице в центре города. Построена в период 1906-1909 годов.
По обеим сторонам синагоги были возведены здания. Одно было еврейской начальной школой, сегодня средняя балетная школа, а другое – здание еврейского муниципалитета. Во время Второй мировой войны еврейская община сильно пострадала. В апреле 1944 года немецкие и венгерские войска начали массовые аресты евреев в Нови Саде. Закрыли их здесь на 3 дня без еды, воды и туалета, а после всех отправили в лагеря смерти. Из примерно 1900 евреев Нови Сада, депортированных в апреле 1944 года, выжило только около 200. А всего во время Холокоста 70% или 3020 из 4350 евреев, проживавших здесь, были убиты. До Второй мировой войны, получается, здесь жило 4,3 тысячи евреев, а на данный момент, после всех потрясений в стране, осталось всего 640. Здание синагоги сейчас используют для проведения концертов. Наш день подходит к концу, он был насыщенный и интересный. В целом, город произвел хорошее впечатление, уютный и красивый. Здесь и вправду верится, что приток иммигрантов в таком количестве, рост спроса смог повлиять на инфляцию и на рост стоимости жилья. В Нови Саде цены на кафе и даже просто в забегаловках как минимум на 30% выше, чем в Нише. Иногда неоправданно зашкаливает, но думаю, это из-за стоимости аренды. Так что, если вы хотите жить экономнее, то добро пожаловать в Ниш. Спасибо за внимание. До следующего эпизода. Пока-пока.